Добрый день! С 19 по 22 августа в игре Calamity пройдет игровой тест, на котором можно немного заработать. Calamity это 2D RPG игра, играем только на ПК, доступна сейчас в Epic Games и вроде как в Steam. Переходите на данный сайт по ссылке в описании, регистрируйтесь в правом верхнем углу, подключаете свой кошелек. Данная игра идет на блокчейне Ronin, так что или Ronin кошелек, или в MetaMask вроде как тоже можно добавить сеть Ronin. Здесь есть еще вот вики, можно почитать про саму игру, про данный тест, Discord, Twitter. Есть еще вот закладка Factory Sale, Factory NFT, я так понимаю, это будет очень полезная NFT-шка для данной игры. Недавно был первый пресейл, там ее некоторую часть продали данных NFT, и вроде как цена была $40. И еще 25 NFT-шек раздадут на данном тесте. Будет там лидерборд, и топ-25 игроков получат по одной NFT. В принципе, про сайт все. Давайте уже перейдем в саму игру, покажу, как играть, на что стоит обратить внимание и как же там можно будет заработать. Данная игра и сейчас уже доступна для теста, для проверки, в общем, посмотреть, что, где, как, зачем. Но 19 августа будет полный сброс всего аккаунта, и все начнут с нуля. Давайте уже поиграем. После того, как скачали игру и зарегистрировались, вам дадут на выбор 3 класса. Воин, лучник, маг. Но это не означает, что если вы выбрали воина, то вам всю игру придется играть воином. Нет, здесь зависит ваш класс от того, какое вы оружие используете. Если вы используете лук, вы лучник. Если вы нашли там меч, выпал вам меч, купили меч, вы уже можете играть воином. Если хотите магом, найдите посох. Так же самое и скиллы. Здесь нет каких-то таких скиллов, которые надо учить, прокачивать, там улучшать. Все в оружии. То есть вот посох, в нем чародейский взрыв, ледяной блок. То есть если вы одели этот посох, то у вас появились два этих скилла. Также есть еще и разные скиллы в одинаковом оружии. То есть вот грязный молот, калечащий удар, бросковая ярость. Такой же самый молот, но здесь уже прервать магию, могучий прыжок. Также еще в экипировке есть скиллы. Можно нажать Escape, справочник, и здесь вот есть оружие, там какие скиллы встречаются в двухручном мече, луке, арбалете, и также какие скиллы могут встретиться в броне. После того, как выбрали свой стартовый класс и вам дадут оружие, надо будет проходить подземелья. Подходите к смотрителю подземелья, нажимаете на него. Подземелья делятся по сложности. Вот первая сложность 9 этапов. После того, как закроете все этапы, убьете последнего самого босса, он такой сложный, откроется вторая сложность. Потом третья сложность, четвертая и так далее. Награду с этих подземелий экипировка, материалы для починки вашей экипировки, вот такие вот материалы. Банки хп, банки маны, монеты и вот такие вот камни для вставки в оружие, ну и в броню. Если вы не можете пройти подземелье, напишите или в чате, возможно вам помогут, потому что подземелье можно проходить в группе до 3 человек. Если хотите кого-то пригласить в группу, выбираете вот его, нажимаете вверху меню и вот пригласить в группу. Или же зайдите ко мне в группу в Телеграме, там есть тема Calamity, напишите, возможно вы найдете себе пати, ну и во всяком случае в пати играть веселее. Давайте зайдем уже в подземелье, посмотрим, что там за подземелье, потому что есть несколько видов этих катакомб подземелий. Вот первый тип подземелья. Просто надо будет проходить, зачищать от мобов и найти отсюда выход. Когда выпадает вот что-то из мобов, оно сразу автоматически идет к вам в инвентарь. Так что поднимать его не надо. Из этого подземелья надо найти выход. Здесь вот появляется периодичная стрелочка, чтобы найти портал, если вы где-то там заблудились. Не обязательно зачищать все подземелье, если вы хотите там, допустим, быстро пройти. Сейчас покажу, найду портал. Вот, нашел портал, но он не активен. Чтобы активировать портал, необходимо зачистить подземелье минимум на 50%. Выпадают банки маны хп. Они сразу не будут у вас на панельке. Для того, чтобы появились на панельке, вот нажимаете эту стрелочку. Тогда выставляете их на панельку и уже используете. Вот я зачистил подземелье на 50%. Можно перейти в следующее подземелье. На этом этапе 5 подземелий. В самом последнем подземелье там элитные мобы, из которых выпадают, ну, более лучший дроп. Попадаются элитные мобы. Также, если вы хотите сэкономить на банке маны хп, если у вас мало там или просто хотите сэкономить, можно, сейчас покажу.
Вот, убиваете всех мобов, ждете немного, выходите из боевого режима, и на вас вешается баф, который увеличивает реген маны и хп. Вот этот баф. Также, когда вы используете оружие, вот почему желательно сразу выбрать какого-то персонажа, ну тот класс, которым вы хотите играть. Потому что здесь прокачивается оружие. Вот внизу шкала опыта. И вот у меня сейчас арбалет прокачан на 4. Если я выберу тот же молот, то молот у меня прокачан на 1 единицу всего лишь. С увеличением этой прокачки улучшаются ваши статы. Давайте выйдем из города, то есть из подземелья. Что тут еще есть за типы подземелий? Есть вот такое вот испытание силы. Заходите сюда. Здесь всего лишь одна комната. Сразу видно портал. Стрелка показывает. Но данный портал не активен. Для того, чтобы активировать этот портал, необходимо заполнить эту шкалу. Вот вверху шкала. Чтобы шкала заполнилась до портала. Здесь появляются небольшие группки мобов. Эти мобы сложные. Так что запаситесь там банками хп, банки маны. Ну и надо будет убивать эти группы. Между группами будет небольшой перерыв, так что можно выйти из боевого режима и немного отресторить свой хп, ману. Вот зачистил первую группу. На меня накинулся баф. И вот шкала немного заполнилась. Потом следующую группу, следующую группу, следующую группу, пока не активируется портал. Можно сразу выйти с этого этапа, можно до конца зачищать. Потому что здесь выше шанс, что выпадет что-то хорошее. Какой-то хороший дроп, там, экипировка. Я зачищать это не буду. И еще один вид подземелья. Это испытание выносливости. Здесь материалы падают чаще, но предметы реже. Здесь также комната, также портал, который неактивный. Но здесь намного больше группа мобов. Вот у меня показывает красным, что... Я так понял, да, прочность моей экипировки до 0. Надо будет сейчас выйти и починить. Вот эти мобы слабенькие, но их очень много. Можно собирать, найдите у себя там оружие с массовым каким-то ударом. Вот зачищая, собираете толпы мобов. И там одним выстрелом, одним ударом просто убиваете всех. Так же само убиваете мобов, пока не активируется данный портал, вот не заполнится эта шкала. И последний вид подземелья — это босс. Заходите на босса, но я так один попробовал, что-то одному у меня не получилось. Надо будет или в пати найти, или же лучше экипироваться. Для того, чтобы починить экипировку, необходимо найти кузнеца. Вот стоит кузнец, подходите к нему. И здесь есть несколько закладок. Починить, разобрать, улучшить. Починить. Для того, чтобы починить экипировку, используются материалы. Но материалы есть по редкости, так же само, как и экипировка. Вот для обычной экипировки обычные материалы. Вот можно сразу починить, починить, починить. А для необычной экипировки уже нужны необычные материалы. Или же, ну, где достать эти необычные материалы? Я так понимаю, или высшие сложности подземелья надо будет проходить, и там уже будут падать необычные материалы. Или же надо будет купить на аукционе какое-то там необычное оружие, там необычную броню, и ее разобрать. Где аукцион? Вот идете выше. Здесь два аукционера. Так же самое здесь можно будет продать свою экипировку. Вот, выбираете купить. Мне нужны необычный тип. Здесь вот будет все галочки, я вот выбрал уже заранее необычный тип. Выбираю что-то подешевле. Вот, есть лук за 1 монету. Замечательно. Забираю этот лук. Нажимаю разобрать. Выбираю лук. Вот, при разборке мне дадут 180 обычного материала и 76 необычного материала. Разбираю. И после этого смогу уже починить свой арбалет. Конечно, тоже не на максимум, потому что не хватит. Ну, давайте хотя бы там на 9. Все, починил свой арбалет. Разобрать уже показал, что это такое. Улучшить. Для улучшения необходимо использовать 2 одинаковых там оружия, 2 одинаковых там брони, в общем, и так далее. Вот, нажимаете улучшить. И этот шлем стал +1.
Для того, чтобы улучшить, надо его полностью отремонтировать. Также смотрите, ну вот какой вы хотите шлем улучшить, потому что там, или оружие, потому что оружие с разными скиллами, чтобы не улучшили случайно ненужное оружие за счет нужного. И тогда потеряете свои скиллы, те, которые вам понравились. Еще в городе есть NPC, который вставляет камни в оружие, в экипировку. Подходите к этому NPC, выбираете, здесь у меня уже вставлен, можно вот нажать извлечь. Нажимаете извлечь, тратите материалы, так же самое и вставить. Вот нажимаете вставить, выбираете камень, перетаскиваете его и дают вам дополнительные статы, в зависимости, что там за камень. Также есть вот NPC, у которого можно перековать оружие. Если вам какой-то скилл там или баф не нравится, можно попробовать рандомно, я так понимаю, его заменить. Здесь еще есть квесты. Когда вы проходите подземелье, автоматически закрываются квесты. Там убить сколько-то мобов, пройти подземелье, сколько-то этапов, не умереть в подземелье. Ну и главное, когда вы выйдете из подземелья, не забудьте забрать награду. Нажимаете здесь забрать все и забираете очки доблести. Выбираете NPC, через которую заходите в подземелье. Вторая закладка, таблица доблести. Как раз по этой таблице и будет лидерборд. 25, топ-25 игроков, у кого будет самое больше этих очков доблести, получат по одной NFT-шке в Factory NFT. Таблица славы это за рефералов. Но на данном плейтесте не будет работать реферальная система. Это только на будущее, на следующем плейтесте. Также есть вот еще социальные, тут КД артефактов, это, я понимаю, кто владеет NFT-шками, будет получать больше очков доблести. Единственное, я не знаю, действует ли на этом плейтесте. Реферальная система в этом плейтесте никакой бонус не будет давать, но вы все равно можете приглашать своих друзей, они будут получать на 5% больше очков доблести, но уже на следующем плейтесте. За партнерский код на 15% больше очков доблести. Я постараюсь у них получить этот партнерский код. И блокчейн кошелек. Обязательно вбейте сюда свой блокчейн кошелек. Его можно будет изменить. Я так понимаю, на этот кошелек и придет награда за плейтест. И возможно, как раз через этот кошелек будет привязка, когда вы будете донатить. С игрой в принципе все. Перепроходите подземелье, улучшаете своего персонажа. Что по плейтесту и наградам. В вики есть статья, даже 3 статьи, можно зайти, посмотреть, почитать. Единственное, что здесь расписан более крупный аирдроп, который в дальнейшем запустят. И там немного другая конвертация в голды в доллар. Что у нас сейчас? Пас, для того чтобы участвовать в данном плейтесте, необходимо будет купить пас. Пас стоит $2. За это мы будем иметь возможность фармить каждый день данжи по 1 часу. Если вы хотите дольше фармить данжи, надо будет покупать итемы. Каждый итем продлевает время в данже на 1 час. Стоимость первого итема $1,5, стоимость каждого следующего итема на $0,5 выше. Все можно будет купить до 60 этих итемов, я читал в дискорде. Что по наградам? Призовой пул данного ивента от разработчиков сразу идет $1000, и все, что мы донатим, идет в призовой пул. Как же будет распределяться эта награда? Будет конвертация доллар в голду. Сейчас мы не будем фармить в подземельях голду, мы будем фармить там осколки. Получается $1 это 1000 голды. 1000 голды, то есть $1000 от разработчиков, это 1 000 000 голды сразу в призовом пуле. $2 мы за $2 купили пас, 1800 голды идет в призовой пул, 200 голды возвращается к вам в инвентарь. Вы можете торговать на маркете, что-то продавать на маркете, покупать на маркете, фармить дополнительно голду. Как же будет распределяться этот дроп? Когда мы фармим подземелья, получаем осколки, и вот в конце дня там разработчик выделяет сколько-то голды каждый день, и вот в зависимости от того, сколько вы нафармили осколков, столько вы и получите голды. То есть весь сервер, там выделено, допустим, 1 000 000 голды в день, там нафармили 1 000 000 осколков, если у вас 10 осколков, вы получили 10 голды, если у вас там 100 осколков, вы получили 100 голды, ну и так далее. Получается, 3 дня мы фармим осколки, 3 дня будет конвертация в голду, и после этого ивента можно будет назад конвертировать голду в доллары. Также самый курс 1000 голды, $1. Для того, чтобы конвертировалась голда в доллар, у вас в инвентаре должно быть не меньше 1000 голды.
И еще по очкам доблести, кроме того, что топ-25 из лидерборда получат по NFT, будет лотерея. Для участия в лотерее необходимо купить один билет 850 очков доблести и разыграют токены Вурм. Это будущий токен игры ТГЕ вроде как в этом году. 100 победителей получат по 5000 токенов Вурм. Вот такая вот игра. Так что если вам данное видео понравилось, зайдите, скачайте, посмотрите игру, потестите и уже когда запустят плейтест, уже зайдете и заработаете. Зайдите, у меня есть канал в Телеграме, здесь разные игры, проекты, в которых мы пытаемся что-то заработать. Здесь есть группа в Телеграме с разными темами по играм. Также есть, вот я создал тему Calamity, если вдруг захотите найти пати или там что-то, какие-то вопросы, зайдите, задайте, поможем, подскажем, вместе найдем решение. Всем спасибо, всем хорошего настроения, до новых встреч.